Всех приветствую, с вами так же как и всегда Серый, на канале Обвиняемый Долгоносик. В этом видео мы, как и в трех предыдущих, которые, к слову, обязательно рекомендую для просмотра фанатов группы, продолжим исследовать малоизвестные, можно сказать, закулисное творчество группы Rammstein. Хочу обратить внимание, что, возможно, многие из вас, особенно самый-самый глубокий фанат Rammstein, слышали данные песни, которые будут разобраны в данном видео. Это вполне возможно, потому что ранее Rammstein, так как они были не прям таки мега известные, наполняли кассеты максимальным количеством песен. В них же иногда и попадали данные невыпущенные песни в качестве демо-версий. Но, к примеру, купив вот прямо сейчас официальный альбом, допустим, электронную версию, вы уже с большей вероятностью не увидите там тех самых демо-записей, так как по качеству исполнения эти записи выбиваются среди остальных реально выпущенных песен группы. И все же прошу фанатов остаться и гарантирую, что для себя новое вы тоже кое-что узнаете. Одиночество, сволочь, одиночество, скука, я не чувствую сердца, я не чувствую Песня Absent была записана для альбома Rise Rise, но в него не попала. Возможно, песня была выпущена позднее под другим названием, так как про эту песню ничего не известно. Данную песню можно найти в базе данных Gemma. Это не государственная организация, осуществляющая коллективное управление авторскими правами в Германии. Организация обладает списком всех песен немецких музыкантов и Rammstein в том числе. Множество релизов группы, демо-версии песен и невыпущенные треки были найдены в базе данных, благодаря чему можно узнать о ранее неизвестных песнях. Также она появлялась в слитом трек-листе того же 4-го альбома группы, где была обозначена треком под номером 9. Песня «Лазурный» была исполнена единственный раз на Венецианской ночи в Дрездене 29 июля 1996 года. Песня является кавером на песню «Азура» Адриано Челентано, итальянского музыканта, киноактера и композитора. Неизвестно, существует ли студийная запись этой песни. Известно лишь то, что Оливер записал бас для этой песни, хотя сам не присутствовал на концерте в Дрездене. Дорогой, где ты был? Бегал. И Флаки также записал сэмплы для песни, но, как и Оливер, не был на концерте. Дорогой, где ты был? Стрелял по лягушкам в Германии лазером из космоса со спутника. Собственно, если у кого есть запись этой песни, помимо тех, кто записывал ее на концерте со своего iPhone 13 в 1996 году, то только у самих Rammstein. Сама же композиция Челентано выглядит примерно так. Ранее рабочее название Tear. Песня предположительно записывалась для альбома Heart the Light, но по каким-то причинам не попала в него. Исполнялась на концертах тура Heart the Light с 27 августа по декабрь 1994 года. На самом деле у песни нет названия. Имя Beast ей дал фанат, выложивший трек в открытый доступ. Тех же песни и перевод можете лицезреть на экране. Собственно, некая схожесть и упоминание слова Tear может быть некой предысторией одноименной, но уже вышедшей песни группы. Песня Клаудия существует с момента записи альбома Motto. В марте 2004 года Клаудия была найдена в базе данных Gemma, что подтверждает существование этой песни, а также раскрывает ее длительность, а именно 3 минуты 55 секунд. Песня есть в базе данных и по сей день. Данная песня была представлена членом официального фан-клуба в 2005 году, незадолго до релиза альбома Rosenrod. По словам людей, которые слышали эту песню, в припеве Тиль кричит Клаудия. Более мы на данный момент узнать, к сожалению, не можем. Железный человек записана для альбомов Rise Rise и Rosenrod, позже была перезаписана для Liebesfreude, но так и не была выпущена. Премьера Eisenman состоялась во время предварительного прослушивания Rise Rise для журналистов. В марте 2004 года песня была найдена в базе данных Gemma, где ее длина была указана как 5 минут 24 секунды. Позже в том же месяце немецкий журнал Sonic Seducer опубликовал трек-лист 4-го альбома, где Eisenman был указан как третий и последний бонус-трек. На сегодняшний день он был удален из Gemma. В ноябре
октябре 2005 года Флаки сказал в интервью, что песня была закончена, но группе она не очень понравилась, поэтому они решили не выпускать ее на Розенрод. Песня была переработана и перезаписана во время сессии записи для Либес Фралида. В 2012 году версия песни длиной 3 минуты 28 секунд просочилась в интернет. Сама же песня о любви не только к металлу, который исполняет группа, а и к реальному. О том, насколько человек любит все надежное, что состоит из металла и роднит себя с машинами, стремясь к бесконечно стабильной металлической жизни. Возможно, очень сожалеет, что сам он состоит из плоти и крови. Трек записывался для альбома Либес Фралида. Он оказался недоработанным. 20 октября 2011 года в интернете появилась сначала демо-версия в плохом качестве, но потом трек Gib mir deine Augen все-таки вышел на свет на сингле Mein Heart Brennt. Он опирается на другую демо-песню Shake Me Was. Gib mir deine Augen, gib mir dein Licht, schenk mir deine Tränen, die Seele will ich nicht. Песня «Древесина» была записана во время Rise Rise и Розенрод, однако так и не была выпущена. Песня также была замечена в базе данных Джема, позже была удалена. Также трек появился в слитом трек-листе 4-го студийного альбома группы, где он был под номером 7. В тексте песни, по некоторым данным, поется о жизни дерева, из которого был сделан крест. Песня «Я есть» записывалась для альбома Rise Rise, но также в него не попала. О ней стало известно только благодаря записи в Джема. Ставь лайк, если тебе уже надоело слышать про Джему, но интересна песня Рамштайн. К сожалению, Джем является живым доказательством не вышедших песен группы, поэтому не упоминать этот сайт не представляется возможным при разборе какой-либо песни. Пауль в интервью подтвердил, что эта песня позже была перезаписана с испанскими словами и выпущена как «Te quiero puta». Вот так вот. Гитарный риф остался без изменений. Также в интервью Палюс сказал, что первые строчки песни «Я засунул левую ногу в лужу, которая должна вонять». А припев «Ом как просветленно, Ом я полностью просветлен. Я предан, я так предан». Группе не понравился текст песни, и Тиль его переделал. Собственно, основой данной песни, ровно как и песни Te quiero puta, является лирика Харе Кришна из сборника Тиля Линдемана «В тихой ночи». Это вот база. Потому что это основа, это, так сказать, база. Позвольте, я вам его зачитаю. Кстати, перед тем, как сказать, вам нравится, что вы не слышите скрип моего стула? Напишите в комментариях. На самом деле мой стул скрипит как-то так. А каждый раз, когда я наклоняюсь, приходится заменять на монтаже, собственно говоря. И это занимает примерно каждый скрип 10 минут. Ладно. Моя боль для тебя подарок. Я бич и бичую себя. Свою искреннюю ногу макаю в реку, которая вонять должна. Великий Дух, сделай меня верующим, чтобы я попал на небеса. Моя карма чиста, Дух мой светлеющий, домом в нирвану возьми меня. Я кровоточу в реке поспешно, между калом и частями трупа. Боль носит красную ленту на шее, является в облике света и чуда. Великий Дух, сделай меня верующим, чтобы я попал на небеса. Дух мой светлеющий, чиста моя карма, Харе Кришна, Харе Рама. Посмотрите только, как сияет она, я тотчас озаряюсь и рождаюсь я вновь. Посмотрите, она как мгновение сна, когда мне вдруг являет любовь. Как раз таки строчки, о которых Пауль говорит в интервью, здесь совпадают. Подождите секундочку, мне, по-моему, кто-то в дверь стучит. Ребят, вы не поверите, ко мне только что приходил Тиль, короче, и он сказал вам поставить мне лайк. В качестве доказательства показать вам вот это.
Песня «Что я вижу» также записывалась для альбома Motto, но не попала в него. О ней также стало известно только благодаря записи в Джема. Скорее всего, Ишзегавас ранняя версия песни Клаудия, а та в свою очередь легла в основу песни Moscow. Это подтверждается строчкой «Wenn du vor mir niedernimmst», которая имеется в песне Moscow и Ишзегавас согласно той же Джема. Или же все смеются. Первые 3 строчки песни впоследствии были использованы в Adios, так же как и первая часть гитарного соло в этой песне имеет сходство с гитарным соло в Adios. Песня исполнялась на самых первых нескольких концертах группы 1994 года. Тиль ее исполнял не очень удачно, возможно из-за этого она и была убрана из сет-листа. Собственно, сама песня о недопонимании среди людей, одни из которых считают себя выше других, или же, если трактовать иначе, о том, что в современном мире все существует только для людей, а для животных, над которыми по большей части смеются в цирке в зоопарке, не сделано ровным счетом ничего хорошего и личного для них. Собственно, так как комментариев от группы по этому поводу нет, всем нам предоставляется возможность видеть тот смысл в тексте песни, который вы видите сами для себя. Кстати, поделитесь им в комментариях, мне будет очень интересно, если вы знаете эту песню. «Кладбище домашних животных» — кавер-версия группы Rammstein на песню Pet Sematary группы Ramones. Она была сыграна в честь Джоуи Реймона, который скончался накануне Пасхи. Запись была сделана 18 июля 2001 года в Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке, и в ней также участвовали участники группы Ramones: Марки Рамон на барабанах, Си-Джи Рамон на бас-гитаре и даже Джерри Онли из группы The Misfits на бэк-вокале. Исполнялась в течение тура Motto в 2001 году. Немецкая группа и знаменитая группа из США имели общую историю, так как Rammstein однажды выступали на разогреве у Ramones. Собственно, песня в исполнении Rammstein начинается с послания, переведенного следующим образом: «Хорошо, мы играем песню для вас, ребята, и для Джоуи Реймона, который, к сожалению, скончался в Пасху». Сама же песня основана по большей части на книге Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», а смысл песни в нелюбви к жизни, которой не хочется проживать снова, или же отрицании своей животной натуры. Если вас вдруг похоронили бы на кладбище для животных. Животные по большей части, согласно некоторым верованиям, также книги, могут прожить свою жизнь заново, будучи похороненными на специальном этом самом кладбище, о котором речь идет в книге. Но вот когда они возвращаются с этого кладбища, после своей смерти, они становятся совершенно другими. Также иногда значится как Ramvir. Невыпущенная песня группы Rammstein, записанная для 7-го студийного альбома. Песня использовалась в каждом концерте фестивального тура 2016-2017 года, а также на 2 новогодних концертах в Мексике 31 декабря 2018 года и 2 января 2019 года. Неизвестно, почему песня именуется Ram4. По наиболее распространенной теории, это 4-я песня, в которой фигурирует название группы. Кстати, напишите в комментариях, что это за 3 песни, если вы очень внимательный поклонник Rammstein. Текст песни целиком состоит из названий других песен группы. В том месте, где на фото, которое вы сейчас видите, присутствует многоточие, Тиль обычно произносит название города или фестиваля, на котором проходил концерт. Официально песня не была выпущена, однако студийная версия была записана в 2018 году для безымянного альбома, но по неизвестной причине не попала в релизную версию. Также студийная запись использовалась в тизерах к концертному туру в поддержку альбома. Также я нашел информацию о том, что по словам посетителей читательного тура Флаки в 2017 году, он сказал, что в то время эта песня войдет в грядущий альбом. Несмотря на это, песня не появилась в трек-листе альбома. Также, когда фанат спросил Пауля об этой песне во время встречи и приветствия в рамках тура Europe Stadium Tour 2019, Пауль сказал, что они все еще планируют выпустить ее, хотя скорее всего в новом альбоме 2019 года или в отдельном сингле. Но фанаты просто так не сдались. 3 года спустя, в 2022 году, Пауля снова спросили об этой песне во время встречи и приветствия.
А как ты заебала? Он ответил, что они довольно долго колебались, стоит ли его включать в альбом «Царь», прежде чем в конце концов отложить в долгий ящик. В настоящее время планируется выпустить его вместе с 4-серийным документальным фильмом об истории группы. И эта новость меня как фаната очень порадовала. Она слишком минорная и не получила распространения в широкие массы, но теперь-то мы с вами точно знаем, что в скором времени можем ожидать неплохую документалку вместе с, возможно, не только этой песней, а еще какими-то не вышедшими. Поэтому порадуемся. Schwarzes Glas, или же Черное стекло, как ни странно, также была записана для альбома Hear the Light, но не попала в него. Эта песня также была замечена в базе данных Джема, однако позже была удалена оттуда. Трек является своего рода продолжением или демо-версией трека Last is Flash, или же, возможно, кому-то она покажется более похожей на Der Meister. Запись не очень качественная, но песня становится не менее крутой из-за этого. Хотя я был бы рад, если бы Рамы перезаписали ее в более чистом варианте. Соло-партия в этом треке короткая, но превосходная. Сама же песня ровным счетом о том же, о чем и весь сериал «Черное зеркало», который, вероятно, и позаимствовал свое название у данной песни Рамштайн. Для тех же, кто не смотрел сериал, вкратце скажу, что в сериале, как и в песне, зеркалом, вероятнее всего, являются современные гаджеты, которые отнюдь не делают жизнь человека лучше. Строчка «Перед окружением глубокое падение» говорит нам о том, что человек так часто падает лицом в грязь вследствие того, что запостил что-либо о себе нецелесообразно в соцсетях. А строчка «Среди масок становится тяжело» говорит о том, что тяжело соответствовать идеальному образу в соцсетях, тяжело показывать только лучший аспект своей жизни или же даже стремиться к ним, набирая кредиты на все подряд, лишь бы угодить кому-либо. Но в масках так же, как и в сетях, нет настоящих людей. Песня «Будьте готовы» существует с момента записи альбома Motto. В марте 2004 года песня также была найдена в базе данных Джема, что подтверждает существование этой песни, и длится она 4 минуты 10 секунд. Песня имеет такое же наименование, как и рабочее название песни Wiener Blut. Неизвестно, является ли эта песня демозаписью и были ли использована музыка или текст выпущенной песни. Название песни переводится как «Воскресенье с бабушкой», из-за чего можно предположить, что текст песни был основан на стихотворении Тиля «Grossmutter» из сборника стихов Месса. Песня была записана во время Райза и Розенрот, однако так и не была выпущена. Якоб Хельнер говорил, что «Sonntag bei Omi» — возможное название для 4-го альбома группы. Паль же говорил об этой песне: это действительно самое отвратительное, что написал Тиль когда-либо, и это слишком тяжело для релиза Рамштайн. Существует неподтвержденная информация, что риф в этой песне был похож на риф из White Man's Hell или Virges und Nicht. Само стихотворение Тиль посвятил своей бабушке. В интервью «Известиям» артист рассказал о трогательных отношениях со своей бабушкой. Цитирую: «Вы меня растрогали, вспомнив о бабушке. Врачи говорили, не давай ей сахара, алкоголя, мяса или жирной пищи. Я делал все наоборот. Давал все, что она хотела. Бабушка плакала от счастья, что могла провести свои последние дни так, как ей хотелось. Она уходила такая счастливая. С одной стороны, это прекрасно, что я мог за ней ухаживать до последнего дня, но с другой, наблюдать, как уходит твой родной человек, как он страдает, ужасно. В своих стихах я отражаю эту неприглядную сторону жизни. В ней есть место как прекрасному, так и отвратительному. Вот парадокс. Эти сферы могут существовать одновременно», — рассказал нам Тиль. Песня существует с момента записи альбома Rise и Rosenrot. В марте 2004 года песня Student была найдена в базе данных Джема, что подтверждает существование этой песни, также раскрывает ее длительность 2 минуты 58 секунд. Песня есть в базе данных и по сей день. В октябре 2005 года Пауль подтвердил в интервью, что песня была переработана и впоследствии выпущена как «Бензин». Известно, что в песне была строчка «Все останавливаются и хотят это увидеть». Из этого можно предположить, что тексты песни основаны на стихотворении Тиля «Das Experiment», опубликованного в его книге «В тихой ночи». Такими темпами, ребят, мои копания в текстах песен Рамштайн рано или поздно приведут к разбору этой книги целиком. Что ж, это очень забавный факт, на самом деле. Позвольте мне снова забрать чуточку вашего внимания и увлечь вас лирикой Тиля.
Эксперимент. Все остались стоять, все это видеть хотят. Смотрите, только смотрите. Объят пламенем, внимание, зритель. Неудачный эксперимент. Стоит, горит студент. Из протеста решительно пылает в огне. И только остается цемент на дне. И звездный шатер зримый ясен. Когда обрушится крыша уже, он прекрасен. Поверь, ты не должен играться с огнем. Только если нуждаешься очень в тепле, вон, горит он, студент. Также здесь есть иллюстрация Матиаса Матисса, но, к сожалению, великий могучий сервис, на котором вы смотрите это видео, не позволяет мне даже в качестве ознакомления вставлять из-за цензуры подобные иллюстрации. Но я очень постараюсь для вас. У вас будет только мгновение, чтобы увидеть это. Что ж, удачи. С немецкого переводится как «занижен» или «заниженный». Песня была записана тоже для альбома Hear the Light, игралась единожды на концерте Hear the Light тура, а именно 15 декабря 1995 года в городе Лобенштайн. В книге Кристиана Лоренца говорится, что эта песня была записана еще до вступления им в группу. Tiefer Gelight является одной из 4 песен, которые были записаны до перехода Кристиана. Оставшиеся 3 песни — это Rammstein, Seemann и Weißes Fleisch. К сожалению, для меня эта песня самая таинственная, так как запись концерта с 95 года или же банально текста я найти не смог. Естественно, вы и сами в силах попробовать ее найти в интернете, но, как это часто бывает, какие-то сверхразумные индивидуумы выкладывают записи или видео с таким названием, но песня там играет совершенно иная. Песня «Тревожной молодости» — известная песня Александры Пахмутовой, исполнена 17 ноября в Москве и 19 ноября в Санкт-Петербурге, эксклюзивно и единожды для фанатов России. Так сказать, ребята подготовились и выучили стишок для праздника. Работа у нас простая, работа наша такая, целобустрая. Пять четвертей. А вот про эту композицию нельзя сказать, что это песня, слов в ней нет. Трек использовался в качестве интро в мототуре, а цифры в рабочем названии — это размер данной композиции, 5 четвертей. На немецком же песня среди лицензиаторов Ютуба называется Fundviertel. Спросите меня, как же я узнал, что эту песню кто-то лицензирует? Я просто попытался загрузить данный видос, вставив в него эту песню 5 четвертей. К сожалению, мне пришлось перезаливать это видео и монтировать заново, как-то и что-то придумывать относительно того, чтобы показать вам часть этой песни. Итак, видео подходит к концу, что само по себе означает, что пора заканчивать пить чай или вкусный кофе, который вы себе налили. Но это отнюдь не означает, что все хорошее закончилось. Так же, как и чай можно налить заново и включить этот видосик заново, то также и Rammstein могут выпустить новые песни, которыми мы вдоволь насладимся. Единственное, хочу заметить такую очень интересную тенденцию, что, как мы видим ранее, группа писала очень много пробных вариантов различных песен и даже лицензировала их, если вы имели честь их куда-то загрузить и получить за это копи-страйк. Сейчас же слитых треков практически не бывает, а допустим в том же альбоме 2019 года есть песня Was ich liebe, которая была слита в виде демки 2009 года, что само по себе может означать, что у нашей любимой группы есть гигантское количество материала, над которым можно работать и радовать своих любимых фанатов. На что нам остается надеяться? Был рад найти и донести данную информацию для вас и безмерно благодарен вам, если вы чем-нибудь меня поддержите. Бесплатно, естественно, ведь все самые лучшие вещи в жизни
можно получить бесплатно улыбку матери, чистый воздух и купание в озере, красивый закат. И исключением отнюдь не являются ваши лайки и комментарии, естественно. Ну и, конечно, меня можно также поддержать рублем, все ссылки есть в описании под видео, кому будет интересно. До скорых встреч!